Историческая встреча Трампа и Путина на Аляске. Как встречали и провожали, сжали руки и о чем же договорились. Все детали на этот час. 3 критерия для оценки. Заявления с Банковой о переговорах Путина и Трампа. Как собираются реагировать и что думают о саммите граждане Украины и России. Покажем мнение людей. Россию можно положить на лопатки. Польский президент заявил, что силы Москвы реально победить на поле боя. Громкое обращение из Варшавы. Лукашенко и Трамп ждут встречи. Белый дом не теряет связь с Минском. Когда американский президент встретится с Лукашенко, который стал тайным каналом связи между Москвой и Вашингтоном? Масштабные протесты в Киеве, а также решение Литвы. Из партии исключен депутат, который выступил против белорусских оппозиционеров Тихановских. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Итак, начнем со встречи, которую уже назвали исторической. Переговоры Трампа и Путина. Анкоридж на Аляске стал местом, где американский президент пожал руку российскому. Оба прибыли в штат в 22 часа по киевскому или московскому времени. Какое-то время не выходили из своих самолетов, сохраняя при этом некую интригу. А после спустились по трапам практически одновременно. Прошли по красной дорожке, пожали друг другу руки и под рев самолетов F-22, которые сопровождали известнейший американский малозаметный стратегический бомбардировщик Б-2 Spirit, который бомбил иранские ядерные объекты, Путин и Трамп сели в один автомобиль. И это не Аурус Путина, а Кадиллак Трампа, на котором и покинули авиабазу Эльмендорф, при этом мило беседуя. Переговоры начались согласно регламенту, однако в формате 3 на 3. С российской стороны в них приняли участие Путин, Лавров и Ушаков, а с американской, помимо Трампа, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Уитков. Путин не сдерживал эмоций, СМИ обращают внимание на его мимику. Так он пытался ответить что-то журналистам, которые выкрикивали из зала. При этом западная пресса пишет, что американский президент не проводил спецподготовку к этим переговорам. Телефонные звонки президента не имеют большого значения, особенно когда вы пытаетесь заключить сделку, подобную этой. Желание сесть за стол переговоров и искренне поговорить является подходящим шагом на пути к окончательной сделке. И переговоры Путина с Трампом на Аляске стали их самой продолжительной двусторонней встречей, пишет Bloomberg. Они длились практически 3 часа. Однако при этом в том же Кремле анонсировали, что эти переговоры могут продлиться и целых 6 часов. Уже по итогу встреча не принесла никакого конкретного результата. В своей речи Путин выдвинул требования Москвы. Его выступление длилось в 2 раза больше, чем выступление Трампа. В целом 8 минут и 30 секунд. Он вспомнил об исторических связях России и США, назвав Америку близким соседом. Прошлые отношения с администрацией Байдена тяжелыми и заявил, что если бы Трамп был бы президентом, то войны бы в Украине не было. Обратился Путин и к Киеву, и Европе, заявив, что надеется на то, что достигнутое понимание между Москвой и Вашингтоном не будет сорвано интригами со стороны Киева и европейских стран. Далее прямая речь. Мы видим стремление администрации США и лично президента Трампа содействовать разрешению украинского конфликта. Его желание вникнуть в суть и понять его истоки. Я не раз говорил, что для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности. Более того, мы всегда считали и считаем украинский народ, я говорил об этом неоднократно, братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях. У нас одни корни, и все происходящее для нас – это трагедия и тяжелая боль. Поэтому наша страна искренне заинтересована в том, чтобы положить этому конец. Но при этом мы убеждены, что чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно. Обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом. Я согласен с президентом Трампом, он сегодня говорил об этом, что, безусловно, должна быть обеспечена и безопасность Украины. Конечно, мы готовы над этим работать. Американский президент выступил после Путина. Речь Трампа была очень короткой, всего 3,5 минуты. Он дал понять, несмотря на некоторые договоренности, сделки с Россией нет. Я хочу быстро заявить, что я проведу ряд телефонных звонков. Я расскажу европейских лидерам, что мы обсуждали. У нас были чрезвычайно продуктивные переговоры,
и по многим пунктам достигнуты договоренности. Немного вопросов остались нерешенными. Некоторые из них не столь значительны. Один, вероятно, самый важный, но у нас есть очень хорошие шансы достичь соглашения. Мы пока не достигли сделки, но шансы очень хорошие. Я хотел бы поблагодарить президента Путина и всю его команду, с кем я знаком, остальных вижу постоянно в газетах. Вы почти так же знамениты, как и ваш босс. Особенно вот этот человек. Мы проводили хорошие и продуктивные встречи на протяжении многих лет и надеемся, что так будет и впредь. Сегодня мы провели самую продуктивную встречу. Тысячи людей погибают еженедельно. Президент Путин хотел бы завершить этот конфликт. Господин президент, большое спасибо, и мы скоро с вами свяжемся. Вероятно, очень скоро снова увидимся. Кроме того, ни Путин, ни Трамп не ответили ни на один из вопросов журналистов. После своей речи Трамп просто сорвался в Вашингтон, а Путин уехал возлагать цветы к могилам советских летчиков, похороненных в Анкоридже, а после отправился в Москву. Совместный обед делегаций был также отменен. Аналитики считают, что переговоры, несмотря на некие точки соприкосновения, все же оказались провальными. Об этом говорит и тон, и настроение Трампа, а также отмена части мероприятия и также сама длительность переговоров. В Украине накануне заявили, что Киев оценит результаты переговоров между Путиным и Трампом по 3 критериям. Немедленное, безусловное и полное прекращение огня. Согласованные с Украиной и Европой принципы дальнейшего мирного процесса без права вето Москвы. В частности, реальный трехсторонний формат переговоров. Четкий сигнал всем другим странам, получателям российских ресурсов. Поддержка войны означает изоляцию и потерю рынков. Санкции. Несомненно, большое внимание к переговорам Трампа и Путина проявляли украинцы и россияне. Далее предлагаю послушать мнение украинских военных с линии фронта. Они считают, что конца войны не видно. Пройдет год или два, они восстановятся и пойдут дальше. Они все равно будут придерживаться своей цели и своего плана. Эти переговоры – всего лишь политические игры, которые ничего не изменят. Вы и сами понимаете, мы не отдадим свои территории. Он хочет, чтобы мы уступили то, за что проливалась кровь, за что погибали наши ребята. Сколько их полегло? Ради чего? Чтобы мы просто отдали землю. Этого не будет. Я очень хочу окончания войны. Хочу, чтобы мы вернулись домой. Но все это, к сожалению, продлится еще долго. И сейчас мнение из российской столицы. Там наличие диалога между Путиным и Трампом оценивают позитивно, а также надеются на отмену санкций. Я надеюсь договорятся. Усталость немножко так под санкциями жить. Ну, а что еще сказать на самом деле? Просто вот 2018-2019 год, до всего этого начала, жилось как-то, полегче. Я не говорю, что неправильно все, но хотелось бы, чтобы это уже все на самом деле поскорее закончилось. Самое важное в этом диалоге, мне кажется, сам факт диалога. Потому что встреч не было очень давно, и, конечно, позиция двух больших держав, а речь идет, конечно, в этой встрече о диалоге двух сверхдержав, очень важно для всего мира. Друзья, итак, каковы ваши мысли по поводу всего того, что произошло на Аляске? Традиционно делитесь своим мнением под видео. Не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. А я продолжаю и далее о связи Белого дома и Минска. Лукашенко пригласил Трампа в Беларусь. Переговоры между Вашингтоном и Минском внезапно состоялись накануне, и у Лукашенко заявляют, что это не последний контакт. Трамп же признался, что поблагодарил Лукашенко за освобождение политзаключенных и надеется на освобождение остальных. И также дал понять, что, далее цитата, «с нетерпением ждет встречи с Лукашенко», но когда именно, не уточнил. У меня состоялся замечательный разговор с уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка была благодарность за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждали освобождение еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень продуктивным. На события отреагировала белорусская оппозиционерка Тихановская. Она после переговоров Трампа и Лукашенко обратилась к американскому президенту. Предлагаю послушать. Я ценю усилия президента Трампа по освобождению политических заключенных в Беларуси и помощи в восстановлении мира и справедливости. Это важная гуманитарная миссия президента. Спасение жизней невинных людей. Мы ожидаем, что режим Лукашенко полностью прекратит репрессии и освободит всех невинных людей из тюрем, что станет важным первым шагом к миру, свободе и примирению. И пока этого не произойдет, политика в отношении режима не должна меняться.
Напомню, Лукашенко недавно дал интервью изданию «Таймс». Журналист Саймон Шустер, который общался с Лукашенко, заявил, что тот длительное время был специальным тайным каналом связи между Белым домом и Кремлем и выполнял роль переговорщика и участвовал в том, чтобы свести Трампа и Путина. А тем временем в Киеве вспыхнул масштабный протест под посольством США. Там тоже говорили о заключенных. Украинцы потребовали от американской администрации добиться освобождения всех военнопленных, которые находятся на территории России. Украинцы, держа в руках плакаты, обратились к Трампу с просьбой, чтобы он не занимался вопросом обмена украинских территорий, а лучше бы занялся вопросом обмена людей. Давайте слушать. Я приехала сюда, чтобы обратиться к американскому народу, к Трампу, чтобы они помогли вернуть наших гражданских лиц. В тюрьмах, в российских тюрьмах, находятся тысячи людей. И россияне продолжают похищать людей с оккупированных территорий. Мой сын находится в плену более 4 лет. И моя мечта, чтобы мой сын меня обнял. Это моя самая большая мечта. Я больше ничего не хочу. И чтобы война наконец закончилась. Россию можно победить на поле боя, а в целом же Россия непобедима. В этом уверен новый президент Польши Кароль Навроцкий. Громкое заявление он сделал накануне во время военного парада в Варшаве, посвященном 105-летию победы поляков над Красной армией в Варшавской битве 1920 года. В этом параде в Варшаве приняли участие около 4000 польских военных и 200 солдат из стран НАТО. Над столицей пролетели около 50 самолетов, включая F-16, а вдоль Вислы прошли колонны с танками «Леопард», К-2 и «Абрамс», бронемашины «Барсук» и «Росомах», арт-системами «Патриот» и «Хаймарс». В Балтийском море состоялся военно-морской парад с участием 20 кораблей. Она проиграла Японии в начале 20 века. Она была побеждена поляками в 1920 году. И сегодня, более 3 лет, она буксует после нападения на Украину благодаря поддержке союзников и солидарности свободных наций, включая Польшу. Отмечу, что в России на заявление Навроцкого о непобедимости армии РФ пока не реагировали. Синица вылетел из партии. Политический скандал в Литве. Там из партии был исключен депутат Сейма Витаутас Синица, который критиковал Тихановских и требовал закрытия офиса Демсил в Литве. Этим летом Синица также был организатором протестов против представителей белорусской оппозиции и за это в том числе поплатился. Национальное объединение уточняет, что причин, по которым решили выгнать депутата, много. В частности, Синицу не хотят видеть в составе партии из-за, как заявляется, проведения незаконных заседаний Совета без кворума, захвата партийных аккаунтов и односторонние действия против белорусской оппозиции. Синица считает решение недействительным, так как оно принято без заключения комиссии по этике и вопреки уставу. Он обвиняет лидера партии Витаутаса Раджвиласа в расколе организации и призывает членов готовиться к съезду в сентябре, чтобы спасти партию. Синица не планирует присоединяться к другим партиям, несмотря на предложение. Основные нарушения, допущенные Синицей, связаны с многократным проведением незаконных заседаний Совета без кворума, руководством ими и реализацией решений, принятых без кворума. В процессе реализации этих решений были незаконно захвачены аккаунты и группы партийной коммуникации, незаконно ограничены полномочия правления партии, а также принято незаконное решение о проведении внеочередного съезда 6 сентября 2025 года. Громкий скандал в Германии. Правозащитники хотят отправить за решетку министра внутренних дел и министра иностранных дел страны из-за ситуации с афганцами. Иск в суд подан против Александра Добринта и Йохана Вадефуля. Организации по делам беженцев обвиняют их в неоказании помощи. Оказывается, афганцев с официальным согласием на прием в Германию, которые пока сейчас находятся в Пакистане, пакистанские власти начали массово арестовывать и выдворять обратно в Афганистан, в руки талибов. По словам правозащитников, это прямое следствие бездействия немецкого правительства. С приходом нового кабинета программа приема афганцев заморожена. Речь идет о более чем 2000 граждан Афганистана, в том числе тех, кто работал с Бундесвером во время миссии в Афганистане. За последние недели более 400 человек были арестованы в Пакистане, 34 человека уже депортированы в Афганистан. В родной стране им грозит смертельная опасность, уверяют правозащитники. Да, местные силы в Пакистане, с которыми мы поддерживаем контакт,
испытывают сильный страх за то, что с ними теперь будет. Они не знают, что делает федеральное правительство. Месяцами ничего не происходит. Федеральное правительство отозвало свой визовый персонал. Люди не знают, что с ними будет. Должны ли они вернуться в Афганистан, в руки талибов? Или их все же заберут в Германию? Эти люди находятся под огромным психологическим давлением. И напоследок не о политике и войнах, а о развитии и современных технологиях. Пекин принимает игры гуманоидов. В Китае разгорелись страсти на всемирных играх человекоподобных роботов. Соревнований, где вместо людей на дорожке, футбольном поле или татами борются машины. На беговой дистанции один из роботов рухнул буквально в метре от финиша, сорвав из зрительного зала дружный вздох. В футбольном матче механические жесткие стыки, падения и постоянные тайм-ауты для ремонта. В секции боевых искусств роботы демонстрировали удары и блоки. По словам организаторов, это не просто шоу. Каждое падение, промах или же гол дают инженерам ценные данные для разработки роботов, которые завтра смогут работать на заводах или в сервисе. Китай в этом году активно наращивает рободипломатию, уже провел первый в мире марафон гуманоидов, крупную конференцию и даже открыл магазины, где можно с легкостью купить себе робота-гуманоида. Друзья, спасибо вам за просмотр и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. А я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.